привет, это я, Аленчик. Добро пожаловать на мой канал. И мы сегодня снимаем шторные лайфхаки. И как вы увидели на фотографиях, которые я показывала в начале, все шторки висят на окошках, а именно на оконной раме. А держатся они за счет вот таких карнизов кафе. Я много раз их показывала, но для тех, кто их не видел, я показываю, как они крепятся к окошку. Итак, берем вот такую пяточку с клейкой основой, клеим в нужном нам месте. Предварительно обезжириваем поверхность. А еще для более лучшей сцепки лучше прогреть поверхность феном. Такие карнизы кафе продаются в магазинах для штор и в магазинах, где продаются карнизы. Продеваем наш мини-карниз в кулиску на шторе и одеваем его на штыречки, которые находятся на пяточке. Чем же заменить такие карнизы? Сейчас покажу. Поэтому не смею задерживать, поехали! В любом строительном магазине, либо в магазине для электрики можно купить вот такие кабель-каналы. У нас продаются они разных размеров и с разной возможностью крепления к поверхности. Например, я взяла вот такой вот кабель-канал. У него под защитной бумажкой находится очень хорошая, качественная клеевая основа. За него мы возьмемся чуть попозже, а сейчас нам нужна резиночка. Я взяла контрастного цвета, чтобы вы ее хорошо видели. Тюль у меня пошит как бы кулиска плюс гребешок, и именно через кулиску мы протягиваем эту резиночку, вытягиваем один край, потом другой. Длина резиночки в натянутом положении должна быть в полный оборот створки окна. Завязываем оба конца в сильный такой крепкий узел и прячем его внутри ткани. Теперь берем кабель-канал и отмечаем нужную ширину, то есть ширина створки минус 2 сантиметра. И все зазубрины подтачиваем с помощью наждачки. И протягиваем сквозь вот эту кулиску. И как видите, она стала поровнее, не прогибается за счет того, что кабель-канал жесткий. На самом деле это шутка, я не так хотела его использовать. Сейчас покажу как. То есть я обезжирила поверхность, сняла защитную пленку и приклеиваю прямо к нужной мне части окна, то есть к самому верху. И было бы хорошо заранее прогреть поверхность феном, чтобы клей хорошо приклеился. А теперь смотрите, как работает кабель-канал. Он состоит из двух частей, то есть там идут такие полозья, и есть верхняя крышечка, которая двигается вправо-влево. Вот ее я сняла, и у нас остается свободное пространство. Именно такой канальчик. И именно в этот канал свободную часть резиночки прокладываю и как бы загибаю вниз, как показано на экране. И после этого можно вернуть верхнюю крышечку назад. И как видите, резиночка не мешает закрыть этот кабель-канал. То есть точно так же прокладываются провода у вас в квартирах, в доме. А мы с вами его использовали вместо карниза кафе. Единственное, что резиночку нужно потуже натянуть. Я ее сильно не натянула, чтобы вам было виднее, что я показываю. А вот вам другая идея. В тех же магазинах продаются вот такие крючки. Они там для полотенец, для каких-то вещей, которые нужно подвесить. Мы с помощью них сделаем имитацию пяточек карниза кафе. Сегодня в моих опытах будет помогать вот такое вот окошко деревянное. Я его подкрасила слегка. Все приспособления, которые я только что показывала, были на клеевой основе. А я вам хочу показать вот такие вот крючочки, которые на основе присоски. То есть очень классная идея, честно говоря. Сейчас увидите, как я их буду устанавливать. Я беру ватный диск, смачиваю его в водичке и протираю присосочку нашу и основание рамы. То, что она железно приклеится к стеклопакету, понятно. А вот к деревянной раме я была не уверена. И посмотрите, как она защелкивается. То есть отгибаем крючок сначала вперед, потом выжимаем серединку, чтобы вышел воздух, вот как показано на экране. И потом возвращаем ее на себя, этот крючок, чтобы он был в нужном нам положении. Вся эта система приклеивается намертво.
Теперь нам нужна перекладина, которая будет держать всю нашу шторочку. Я взяла для этого штапик, срезала кусок нужной мне длины, сточила на наждачке все заусенцы и протягиваем через кулиску. У нас получилась вполне рабочая конструкция. Я очень довольна и даже, как сказать, не ожидала, что так получится хорошо и круто. Сейчас я вам покажу еще одну здоровскую идею, которую я придумала. И для этого нам понадобятся простые прищепки, вот такие, как я показываю. И желательно, чтобы они были плоские, то есть ровные, не дутые. И, соответственно, нам нужен штапик. Штапик я всегда показываю во всех этих лайфхаках, тот, который для окон. И нам понадобится узкий двусторонний скотч. И при том, что он узкий, его еще нужно поделить на две части. Приклеить к прищепке, к одной из боковинок, и потом нужно будет снять защитный слой и приклеить к оконной раме в том месте, где вам нужно, где вам хочется. Если бы у меня сейчас как образец была бы рама белого цвета, я бы прищепки и перекладинку покрасила бы в белый цвет. И посмотрите именно в каком положении я приклеиваю прищепку, и получается, что у нее есть отверстие для бельевой веревки. Вот этой стороной прищепка должна клеиться вверх. И потом просто зажимаем нашу перекладинку, и вся система у нас шикарно работает. И прочно, и надежно, и ровно, и необычно. В предыдущем видео я тоже делала мини-карнизы кафе, либо показывала, как по-другому можно подвесить шторы на окно, на открывающиеся створки или просто глухие. И вот был у меня вот такой способ, как я сейчас показываю на экране. То есть нам понадобится штапик, резиночка и скотч, и все шикарно держится, ничего не прогибается. И можно сделать такую штуку и сверху, и снизу. И сейчас покажу, за счет чего эта конструкция держится. То есть у стеклопакета, либо у деревянных рам есть вот такой переход, и за счет него и цепляется резиночка, то есть за счет чего не падает наша шторка. Так вот, мои девочки-подписчицы сказали, сделай попроще. То есть возьми резиночку в 2 оборота, завяжи узелок и протяни штапик через всю кулиску. Самый простой вариант – это купить вот такие пяточки для полотенец. Главное смотреть, чтобы у них ножка была пошире, чтобы туда помещался штапик для окон. Остается снять защитный бумажный слой и хорошо проклеить. Лучше перед этим обезжирить поверхность, и тогда они будут железно держать очень долго. И штапик можно, конечно, тоже подкрасить. Например, если у вас белая оконная рама в белый цвет, это максимально простая и самая легкая идея. И она подходит для открывающихся окон и для глухих. Вы знаете, мне один раз надо было повесить шторы на деревянную раму на съемной квартире, и там не было никакой возможности поставить карниз. И к тому же там краска очень сильно отколупывалась, и что бы я там ни приклеила, шторы бы все равно упали. Поэтому нам разрешили сделать вот такой ход конем. Просто прибить липучку степлером, и надежно, и мощно. Соответственно, я пошила шторы тоже на липучку, и около 4 лет у нас не было проблем с развешиванием штор. И сейчас хочу вам рассказать один лайфхак. Вы, допустим, на оконную раму наклеиваете липучку, ту, которая папа, жесткая, да, с зацепами. И вы знаете, любая сетчатая тюль очень хорошо цепляется за нее, даже без того, чтобы пришивать вторую половинку липучки, та, которая кучерявая, типа мамы. В этом случае уметь шить вообще не обязательно. На этом у меня все. Надеюсь, вам было со мной интересно. Вы получили кучу интересной, полезной информации. Напишите в комментариях, какой пункт вам понравился больше, какой удивил. И я надеюсь, я заслужила пальчик вверх и подписку на мой канал. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И надеюсь, мы с вами скоро увидимся. До новых встреч и пока!